Есть в Кольском районе Мурманской области такое село Териберка. Буквально несколько лет назад оно было ничем не примечательной, забытой богом дырой в северной части нашей необъятной родины. Но все изменилось, когда товарищ Звягинцев снял здесь свой оскароносный фильм «Левиафан». Сразу после чего сюда хлынули многочисленные блогеры снимать свои увлекательные фильмы-путешествия один краше другого. Но путешествие сударей в эту дыру является вишенкой на торте, если смотреть на суть вещей через призму общего помешательства. Именно здесь наши герои порвут 2 баяна, схоронят 3 тещ и вывернут свои души наизнанку. Серега, почему тебя какой-то олень кормит? Еще раз тебя увижу здесь, козел, я тебя в море выкину. Синего Пита вначале кончили там, а потом его убили здесь, повесили. На, стекло разбил. Я на вас суд подам, ну и так далее. Я бы мог уйти в открытое море только что, Алексей, прикинь? Байден, прекращай за нами летать. Мы не будем ссать в парадной. Териберка – самая северная точка европейской части России. После того, как Серебряков выпил здесь 100 ведер водки для съемок в фильме «Левиафан», село превратилось в туристическую точку, куда устремились все любители северного колорита. Представьте себе, посреди бескрайнего Заполярья, среди снегов и гор, вдали от цивилизации, бок о бок с Северно-Ледовитым океаном расположен рыбопромышленный стан. Смотри, они набережную из бутылок выложили. Или что, это слитки это слитки свинца? Что это, от клавиатуры кнопки, Сергей? Нет, это противосколочный прибой, чтобы вода не ломала поверхность дневную твердь. Чтобы об ее оси терлись медведи. Тибикерский панцирь? В принципе, можно его взять за ручку и на себя потянуть. А так они и делали, это каменные сети. Вначале, когда люди были очень глупенькими, они ловили рыбу на каменные сети. Ну, Как известно, вся рыба из Баренцева моря сейчас находится в том контейнере. Ее выпускают только для туристов, только в сезон полноводья. Дело в том, смотрите, опечатка. Тут написано «Р Териберка», но мы-то знаем, что это «Д Териберка», это деревня Териберка. А у них ошибка в букве «Д», они бы написали «Р». Териберка, Териберка. Нет, это английская «Д», Алексей, ты очень не прав. Дело в том, что речку очень давно колонизировали англичане, поэтому они используют в начале реки английскую букву «Д». Driller. Ну, короче, да, тогда это не ошибка, это просто утонченная вообще дань традициям. Табакерка? Териберка, правильно, произноси Териберка, нам сказал таксист, местные официанты, бармены. Вот Баренцево море отсюда выпадает, ну тут только выпадать можно. Нет. Вот есть отлив, есть прилив. Залив а сегодня есть мы еще. столкнулись с 3-й стадией. Недолив. Мы сейчас наблюдаем редкое природное явление, которое происходит в природе буквально 1-2 раза в день. Прилив. Баренцево море становится больше с каждой накатной волной. Тут все сухенькое было, сейчас оно все зальется. Я вообще в этих волнах вижу дольки балыка, как одна на другую стелится, такие тоненькие. Балык-волна. Ладно, говорят, через 40 минут тут все вообще доверху затопят. 40 лет. Это известный коралловый, блюмариновый, голубой шкерт. Именно на нем повесили Синего Пита. Да, я вам серьезно говорю. Синего Пита вначале кончили там, Синего Пита, а потом его убили здесь, повесили. И здесь, на этом столбе, до сих пор это памятник Синего Пита, синий памятник. Слушай, что тебе Пита сделал? Пит мне ничего не сделал, это не я его вешал. Мне, кажется, очень не хотелось скатить весь выпуск про чужой петух. Алексей говорит, что наблюдал у одного местного алкоголика, рыбака из службы обслуживания кораблей, у них на грузовике было так написано, что у него из ширинки торчал петух. Петушок, да, гребешок морской, практически. Он шел по всему ресторану, ресторан, кстати, назывался «Ресторан», и махал им. Ему было все равно, потому что он уже, понимаете, крючок с наживкой закидывал. Кто уже клюнет? Да, такие. Это чисто ходить с открытым петухом, это как рыбачья привычка. Мы думаем, что Териберка — это земля пива, бир и терра. Алкоголики тут вот такие, короче, местные. Алкоголики, да, местный колорит классный. Вот если смотреть отсюда, такое ощущение, что там дом утонул, одна крыша торчит в озере. Сергей, вот вам наглядный пример, что такое недолив, перелив. Если у вас какие-то трудности с осознанием, что такое прилив и отлив, пишите доктору Михаилу Лобковскому, он вас на пошлет.
Териберское кладбище кораблей. Неясно, является ли оно поводом для гордости у местных, или всем своим видом вводит их в уныние, но так или иначе, без подсказок с Википедии, очень трудно представить себе, кто, как и почему развел такой бардак в Териберской бухте. Вдоль набережной расположились остатки от пары десятков кораблей. Прогнившие, покрытые мхом, они лежат здесь вот уже который десяток лет, а ныне служат объектом заманухи для туристов. По теребитской легенде, что есть пиратская бухта, где стоит большой нетронутый фрегат с сундуком полным пиастров. Слушай, я не поплыву на нем. Что ты сразу не сказал, В смысле? А что, тебе не нравится мой корабль? У меня на мох аллергия, дурной. Да это не мог. А что это? Это ягер. Это шалфей. Википедию не читали про это место, чтобы все нам было в удивление и, так сказать, Теребиновинка. в общем, мы не знаем вообще про это место ничего. Ну, нормально люди, они подготовились бы, докладик какой-нибудь, сейчас бы вам рассказали, что это место. Мы знаем, что это самая северная часть России, до которой идет дорога, шоссе вот такое удобное. От теплого стана. Да, теплый стан можно доехать сюда. Димас, пойдешь вниз? Тогда следи, чтобы Шурену не украли. Да, и сегодня мы, во-первых, я сниму свое колхозное лицо, как сказал Сергей, на котором развернулось Я не сегодня говорил колхозное, говорил поле- толстое и страшное. поле битвы. И сегодня мы по поводу дудочки. Да. Мы хотим... Это же Баренцево? Маринцево. Это Маринцево. Баренцево море, как мы знаем, многие его путают с Северо-Ледовитым, особенно китайцы почему-то. У них Северно-китовитым, блин, путают. ну что ты все путаешь? На самом деле он просто где-то соприкасается. Ну, условно говоря, это часть Северо-Ледовитого. И сегодня Александр сыграет океану на дудочке. Не дудочка, а Как- флейта. Флейта, габон, что-то такое, там желейка. Для того, чтобы вызвать кракена. Палку краковской колбасы. Ну вот он корабль. Ну, Сергей, а тебе не кажется, что он перевернут? Кажется, Леш. Мне больше кажется, что этот корабль не он перевернут, а что это земля вверх тормашками. Так, как мы видим, тут, видимо, камнеломня какая-то была. Добывали камень. И в тот момент, когда этот камень почти занесли на борт, видимо, носильщик увидел, что с кораблем что-то не так. Бросил его здесь. Побежал подпирать корабль, чтобы он не перевернулся. Но у него ничего не вышло, и корабль теперь вверх ногами. Вот на ваших глазах произошел отлив. А знаете, как говорят, если обнаружили отлив в море, требуйте... Как? Возврата денег. После отлива моря требуйте долива. Сергей, ты что, корабль ломаешь? А из-за нем кто завтра в море выйдет? Ты можешь найти мне чертова капитана этой шлюпки? Я хочу с ним поговорить. Вот здесь раньше плавали матросики. На этом еще вполне можно выйти. Да, на этом можно выйти. Но вот тут, знаешь, косметический ремонт просто навестил чуть-чуть. Вот это расположение на мачте, на главной палубе, грот Тархуны. Это грот Тархуны с 4 элеваторами. Вот эти дырочки предназначались для того, чтобы из них торчали головы матросов и протирали швабры. Это грот элеватора, да, если я ничего не путаю. И палуба сделана из чистой петревесины. Петревесина — это древесина, равная 3,14. Я вот боюсь людей как бы не обидеть. Когда мы начнем собирать этот корабль, чтобы чужую запчасть не схватить. Мы все еще надеемся найти здесь, в этих старых обломках, остатки древних сокровищ от цивилизаций, которые пережили буквально все. Ну, все старое и не дожили до всего нового. Первонаперво капитана высечь надо. Как известно, рыба гниет с горловы. Рыба как гниет с капитана. Рыба гниет с горловы, ну, с капитана, да, как сказал Алексей. А во вторую очередь... А капитан гниет рыбой. Матросы плохо выполняли свою работу. Корабль в ужасном, отвратительном состоянии. Но нам с Алексеем потребуется 24 часа, чтобы поставить это дерьмо на воду. На ноги. Я думал, ты скажешь, нам понадобится 24 часа, чтобы понять, что это дерьмо пребывает не в лучших своих годах. Черт, я как в фильме, меня задел корабль старый, я теперь превращусь в старый фрегат. Блин, только не в старый фрегат. Ну, хватит, Сергей, превращаться в старый фрегат. Ты на той неделе был старым фрегатом. Алексей, я тебе вручаю черную пипетку. Ну, вон якорная цепь, видите? Ну, а что, ты не видишь, что он на якорь встал? Вот это, видите, вот эту деталь?
Это перископная деталь от карбюратора, по-моему, ну очень похоже внешне. Далее идет ржавый кант у нас, то есть что говорит о том, что подзорная труба ушла на большую глубину. На очень большую глубину, даже больше, чем глубина перископа. Перископная глубина равна 18 метрам. Ой, Леша, я чуть не уплыл. Фу, жесть. Немножко по камню. Камень под ножкой. Сережка передвигает обеими ножками. А вот, смотрите, оренбургский пуховый платок тут зажало. Так, я отхожу, да? Да не отходи. Но хотя после чего смотрел? А, ну я морочек попил, меня оттянуло. На добрый лад. Ты хочешь тут вылезти? Я хочу найти пиастры золотые. Да не, Сергей. Да мне обещали. Деноминация в 98-м была. Какие пиастры золотые? Пионы, может быть? Шпионы? Кстати, да, за нами следят. Вон. Байден, прекращай за нами летать. Мы не будем ссать в парадной. Хватит. Заброшенная школа – следующая, если можно так выразиться, достопримечательность Териберки. Ее закрыли в 2006 году из-за профнепригодности. В пустых кабинетах на полу валяются учебники и тетради. На облупившихся стенах красуются различные граффити и депрессивные слоганы. А по опустевшим коридорам вместо школьников время от времени прогуливается северный ветер, шелестя остатками брошенного инвентаря. Тихо, техничка спалит. 3 недели я не был в этой школе, вот смотрите, что с ней случилось. Ну ты не сдал на уборщицу, вот получай, сам будешь денег вмести. 25 лет назад кто тут стоял у окна такой? Бляха-муха, я весь день тереберкул, тут там гулял по кладбищу кораблей, не выучил вот эти, сколько там, 30 страниц. На, стекло разбил, ему там говорит, Сидоров, ты чё, козел, там, чё вы на меня орете, я на вас в суд подам, ну и так далее. Ну как в школах это бывает вообще. Тихо, слышали, на дудочке вот играет? Сереж, ты ничего-нибудь про это знаешь? Да, знаю. Кто это? Россия — это край чудес, родился в ней и в ней исчез. Так написано на стенке. Север — родина смелых или нищих. На этой маленькой планете, на этой песчинке в пляжном лете мы встретимся снова как дети, потерявшие друг друга, словно прятались от ветра. Всегда мечтал покурить на лестнице между этажами в школе. Короче, мы решили в знак уважения местной фауне, природе, вообще морским всем богам, прочим географическим отметинам воздать честь и хвалу в виде игры на дудочке. Короче, наш оператор Шурен, так как он самый никчемный и ненужный в команде, мы решили, что он должен хотя бы что-то делать. И вот на фоне Алькатраса он продувает дудку. Да не, что он делает? У кого это тут распогодилось так? Нифига себе, просыпаемся с утра. Шведский северный стол. Так, внимание, это колбасочки, сырочек. Тебе положить, да? Это знаменитое блюдо. Яйца Яйца. пашот? Яйца в шонке. Яйца пшонки. Соленья. Туда же кашки. Да. Посмотрите, какая красота. Сережа открыл, смотрите. Вот висит мой друг Шкура. Это ваш друг Шкура? Да, Шкура чайки. Шкура чайки? Да, чайка, знаешь такого? Ну, ведущий был на канале, которого не существует. Ну да, вот Шкура чайка.
Да. Знаешь эту легенду про родила царица в ночь, не то Лешу, не то дочь? Смотри, вот та бочка, бочка с царем Салтаном, которая Сыр сулугунья. сыр Сулугуни, который отправил бочку со своим ребенком и со своей женой, матерью своего ребенка, который с луком, ну, модный лучник, царевич Елисей был, там он лебеди еще подстрелил, и потом это, лебедя. Вон эта бочка, Леша. 400 лет назад местный шаман вот на этом месте построил юрту и сказал: мы теперь будем процветающим государством. И умер. Юрта до сих пор стоит. А через 400 лет эта лодка причалила к берегу, и капитан такой: господи, нам врали, здесь не было никакого процветающего государства. И тоже умер. А теперь каждый год, вот, короче, салюты дают в честь этого. Видишь, установка. Нифига нет, еще фейерверки бахают. Такая вот суденышка утлая. Знаете, там в книгах по литературе школьной утлая суденышка. Я никогда не представлял себе, что это такое на самом деле, пока не увидел вот это. Оно реально утлое. Несмотря на то, что я могу только догадываться, что это слово значит. Вот это не утлое. Вот это утлое. Утлое, не утлое. Не утлое, утлое. А может просто кто-то картавил и не утлое, а утрое. А люксовые номера идут наверху, там Алексей будет с Дмитрием. А делюксовые снизу. Там мы с Сашей. Еще есть Royal Cheese Battle King. Роял Канин. Вот он в самом низу. Но для тех, кому вообще все надоело. Кстати, при заселении от 2 ночей, если вы снимаете этот номер, то любой камень на выбор бесплатно идет к вам в номер. Не любой. Не любой? Не любой. Есть. Это что такое? Это кидзы нырнул с китенком вместе. Они окаменели, потом мы по их хвостам собрали каркасник вот такой вот из металловой черепицы. Вот даже написано: на этом месте Китай идиоты пытались врасти в землю. Короче, вот наш отель на самом деле. Вот видите, стеклянные панорамные окна. Это ресторан нашего отеля. Ну он как, он не совсем наш. Он не совсем наш. Вот там наверху, 3-я справа с открытым маленьким окошком, там сейчас Диман лежит. Он сказал мне, что хочет спать, но на самом деле, когда я закрывал дверь, я слышал, как он сказал: окей, Google, писающие азиатки, что-то там. То есть теория о том, что это пиратские корабли, и там несметные сокровища, отпадает. Почему? Понимаете, они, по сути дела, вот эти пароходики, они, знаете, как во время войны полуторки были, да? Они войну на себе вытащили, можно сказать. Мы просто надеялись на это. Сокровища искали. Сундука 2 хотя бы там. У меня сын, когда, знаете, был этот металлический лом, ну, бум, да, вот, цветных металлов сдавали, ну, железо, да? Вот, они вот здесь где-то вот нашли здесь, в этих местах, бронзовый винт. И тут поселок его волокут, от винта народ видит, у народа там слюнки текут, давай продай, мы там это самое, деньги вам дадим. Куда они впихнули, черт его знает. Вот так это рабочие лошадки. Вот. Но уже не совсем рабочие. Ну сейчас-то да. Они вообще, потом когда А пошел... сейчас с ними что не так? Ну так, ну это, ну, блин, вы что, охерели там же? Сейчас нет, все уже не так. Пипец, короче. Я говорю, кофе надо пить. Он саданул, короче, всего 1,5 литра. 1,5 литра. Леха, вы где? Чего ты прячешься? Местной пивоварни. Попробовать местное пиво. Смотри, какое оно, янтарное. Сусло 14% на свету. Сейчас. На свету просто блестящий напиток нектар. Смотри, видно? Видишь? Вот так вот выглядит настоящее пиво, которое не просвечивается насквозь. Ну, краситель. Ну это же и на яичной шелухе. Не фильтрованное? У тебя базар фильтрованный? Базар фильтрованный. Фильтрованный, базар фильтруют тут. Вот это называется дутый самосвал. А вот только с Марса спустили, а еще в марсианском песке практически. BMW, ну я так и думал. Ну он на ходу. Смотри какой. Вот такой вот гаражный кооператив. Купили рыбки, какого-то там копчения холодного, Гольфстрим теплого.
рублю за грамм. Ну, на 700 рублей 2 рыбки таких. Ну, или рыбку там на 2 половинки разделенную. Покажи рыбку в камеру. Пикша! Тресковая порода, рыба горячего копчения и очень вкусного поедания. Я вот смотрю просто. Очень горячо, Леш. Сюда видно прямо она раскаленная. Горячего копчения подразумевает то, что до этого эта рыба служила в горячих точках, потом ее закопчили. И все огонь, да? Да, и все огонь. Все вообще огонь. Огонь? И мирный друг. Короче, тут такое дело. Каждая собака по улью охраняет. Там твой друг Рудольф, мы его друга съели позавчера. Я знаю, что ты не понимаешь меня, и тебе все равно. Я собака. Гладь меня, я собака. Привет, можно тебя потрогать? Есть обголодали. Как так? Вернись. Скажите, пожалуйста, что вы думаете про смутные времена и семибоярщину вообще, вот так в целом? Да, были тяжелые времена, конечно. Так что ты думаешь про семибоярщину? Ну, было смутное время, действительно. Мы тогда еле выжили. Ну-ка, давай налетай. Ой, как вкусно. Ой, какой носик у меня, я олень. Серега, почему тебя какой-то олень кормит? Так это я его кормлю, это не он меня кормит. Я его Не кормлю. ты олень? Да. Он? Не, ну возможно. И откуда я ты, Серега? Ну, кормлю я его. Я говорил, Серегу мы съели вчера, я борщ с крабом. Все, ты, друг, наелся уже. Давай подругу твою покормим. Здравствуй. Мадам. Слышь, приходи к нам сегодня ночью. Зита кушает. Ням-ням-ням. Беляшек кушает. Леш, держи, давай. Леш покушает. Подсовывай еду. Сереж, можно я тоже поем? На ладошке. На ладошку не прихватит. Не прихватить. Здесь сказали. Да я прослушал. А ты мой хороший. Все, не валится. Прям как я. Слушай, мы с тобой споемся. Я так же ем, у меня все валится на пол. Сережа орет потом. Ну что ты не жуешь? И доедает за мной с пола. Лех. Давай, 2 ствола. Слушай, а мне казалось, что или раньше олени, когда ели, звук пулеметной очереди был. Да. Что-то вот олени не те уже. Ребят, давайте увидимся. Мы вас не будем больше есть. Увидимся в ресторане. Правда, у меня вяленый пакет вашего друга в кармане. Когда подъедешь, Саня, вот когда подъедем там, где вода начинается, выкинуть паспорт и телефон. Хорошо. Мы все-таки найдем тебя, Дед Мороз. На снегоходах, поедая оленей, катаясь на санях. Мы всегда доберемся до тебя. Побывать в Териберке и не посетить ее водопады – это все равно, что не посетить водопады, побывав на Териберке. Под конец своего уикенда наши путешественники решают пуститься в лихой разгул и подвести черту под своим очередным приключением. Для этих целей они арендовали чудо-сани и отправились на Териберские водопады. Кто-то просто попить хмельных напитков, кто-то за впечатлениями, а кто-то на поиски Деда Мороза. Хорошего настроения, 1,5 литра, и мне тут вообще... Цвет настроения желтый. Цвет настроения синий, вокруг Мурманска в руках пивей. Давайте по счету 3 в одну сторону сюда перевернемся. Дед Мороз, я иду за тобой. Ты мне в глаза посмотри, дедушка. Я иду, сейчас ты мне за все письма ответишь, что я тебе писал. Козел. Это ты за них отвечать должен, раз ты их писал. Это не он меня искал, скотина, 30 лет, когда я писал письма и просил хоть что-нибудь, кроме сраной кружки на Новый год. Это я вырос и поехал искать тебя, дед. Попей из ручья вначале, остудись. Сейчас захлебну, подожди, смотри, сейчас я воду наберу в бутылку. О, какая чистая. Thunder Я, как всегда, с гуся, как говно с гуся. Ой, как с гуся вода. Гусь, если смотришь нас, привет. Все.
что я ошарашен, это сказать то же самое, что я ошарашен. Это amazing, beautiful. А для тех, кто сейчас скажет, говорит по-русски, я скажу, это охрененно. Там снизу пачка людей стоит и смотрит, стоит чувак без штанов. Ну, давайте, не знаю, тут вот на солнышке, на камне плоском. Сегодня погода, благо, позволяет. А мы находимся сейчас на... Диман, как гора называется? Короче, мы не знаем, как называется эта гора, вот такие мы дилетанты, но отсюда открывается самая широкая линия горизонта морского, ну, океанического. И я совру, если скажу, что это не самое крутое, что я здесь видел за все свои 3 дня, которые я нахожусь. Плюс погода, она идеальная для этого времени года. Так, я водицу попью, хочу, не ходить? Поймал! Лови, лови, лови! Давай, давай! Мы рыбу ловим, мы медведи! Вертушка едет! Вот это вот достопримечательность. Называется Dragon Eggs. Ох уж эти драконьи яйца, да? Какой-то турничок там. Или лавочка, лавочка, скамеечка стоит. Сереж, это скамейка? Это она про нас в интернете плохо писала? Вот, это... Думал, сука, мы тебя не найдем, китайская Ты дизики нам ставишь. За что ты поставил? Информационный мусор, да ты сам информационный мусор. Ты тебя видел, сука, деревяшка, железка, да на тебя камень положили, потому что ты больше ничего просто не можешь. Еще раз тебя увижу здесь, козел, я тебя в море выкину. Какашками динозавров, понял? Да лавочка, что ли, умная? Серега, камни вышли. Сейчас, подожди, кредо. Ну что, на этом все, я кончил, официально заявляю. Ненадолго тебя хватило, Сергей. Да, 30 секунд мой потолок. Прыгай вниз. Я прыгаю. Я запутался. Значит так, сижу я как-то на берегу Баренцева моря. Это наша гора! И мы ее доем, и мы ее ягель едим. Это был замечательный уикенд. Это не была передача «Орел и Решка». Осел и Лёшка. Минутка. Это была передача «Осел и Решка». Передозировка. Подписывайтесь на наш какал. И не забывайте сжать лых. Жмых. Вверх. Палец. Ну или вниз. Если бы для того, чтобы заплакать, было достаточно просто потужиться, я бы сейчас ревел в 3 ручья, а пока только пердеть получается.